Всем привет! И в этом месяце мне посчастливилось работать с двумя крупными журналами. И я хочу поделиться в этом видео своим сотрудничеством с Harper's Bazaar Arabia, офис которого находится в Дубае. И для меня каждое такое сотрудничество является еще одним шагом вперед в моей творческой карьере. Передо мной стояла несложная задача, но я хочу подсказать о процессе работы над этим проектом, потому что для многих иллюстраторов будет полезным дополнить свое портфолио работами подобного характера. Первоначально задача, идея работы состояла в том, чтобы я нарисовала работы пастелью и совместила их с фотографией, которую мне предоставлял журнал. По стандартной схеме все журналы предоставляют бриф, они делают подборку ваших работ, в которых вы видите тот стиль исполнения, который нравится заказчику, и журнал уже делает подборку работ, которые им нравятся и которые бы они хотели видеть именно в иллюстрациях для журнала. И когда я знакомилась с брифом, когда ознакомилась с заданием, я поняла, что работы именно в моей технике, в пастельной технике и в акварельной технике, они будут не очень гармонично сочетаться именно с фотографией, потому что все-таки пастельная техника, она больше текстурная, акварельная, она больше такая живописная, а фотографии все-таки лучше обыгрывать, конечно, очень четкой цифровой графикой. Оценив задание, я решила рискнуть и решила сделать эскизы именно в цифровой графике. И поскольку я постоянно рисую портреты и постоянно рисую людей, то обыгрывала я предметы, которые мне предоставил журнал, именно с задействованием человеческой фигуры и человеческого лица. Я отправила свои эскизы арт-директору, мы общались через WhatsApp, это было очень удобно и очень быстро, и мы корректировали все работы быстро в режиме реального времени, потому что нужно было выполнить эту задачу очень быстро. После отправки эскизов мне пришло сообщение о том, что журнал решил сменить тематику иллюстраций и сменить их на растительную тематику. И они спросили, они поинтересовались, было бы ли это удобно для меня, смогла ли я бы это исполнить. И здесь у меня сразу появилась развилка решений, либо отказаться, либо выполнить эту работу и решить задачу максимально быстро, опираясь на свой опыт. И поскольку я очень редко рисую растительную тематику в принципе, потому что у меня нет предрасположенности, но я поняла поставленную задачу и поняла, что журнал хочет получить, и подумала, что я в принципе могу справиться с этой задачей в короткие сроки. Это было совсем не сложно, но просто именно вот в такой момент, когда, можно сказать, кардинально меняется задача, здесь, конечно, нужно либо проявить гибкость, либо отказать, если задача, конечно, кажется невыполнимой, и у вас, допустим, горит какой-то другой проект, который сделать необходимо, и в который больше шансов, что он будет реализован. Но если у вас есть такая возможность, если вы технически подкованы, и вы можете это сделать, то я думаю, что в сотрудничестве можно проявлять гибкость, и нужно проявлять гибкость для того, чтобы иметь клиентов на всю жизнь. Некоторое время мне пришлось потратить на то, чтобы подобрать референсы, это буквально заняло полчаса или час. Затем я сделала эскизы, сделала их в белой графике с наслоением на фотографию и отправила уже на согласование в журнал. Эскизы им понравились, они согласовали, но они попросили еще добавить цвет. Все, кто работает в цифровой графике, знают, что это на самом деле не так тяжело сделать, то есть это дело 5 минут. Но тут возникла проблема с тем, что мне нужно было подобрать цветовую гамму. И мы цветовую гамму несколько раз меняли, несколько раз ее пересогласовывали, но все-таки через несколько проб мы это согласовали, и работа была выполнена. И мне нужно было сделать подачу всего в целом, мне нужно было сделать подачу 3 предметов, это очки Gucci, это сумочка и сапоги Miu Miu. Сегодня журнал прислал мне страницы из журнала и обложку до выхода журнала и попросили не публиковать это до 15 марта. Сейчас я вам покажу, как выглядят мои иллюстрации, и также с журналом работали другие иллюстраторы, которые обыгрывали другие предметы.
Та ситуация, которая сейчас происходит в мире, она делает меня каждый день другим человеком. Я стараюсь не смотреть новости, но все-таки ты не можешь изолировать себя полностью от общества, все равно ты так или иначе получаешь новости о событиях, которые происходят. И у меня еще больше возникло ощущение конечности жизни, и это помогает мне идти вперед. И я понимаю, что есть люди, для которых моя работа, она не имеет никакого значения, но есть люди, которым это нравится. Для меня всегда работа с журналом, она является не только работой, но и возможностью испытать себя, решить поставленную задачу, и плюс всегда твои работы публикуются, и это еще один способ освещенности твоих работ. Если вам интересно, сколько стоит публикация в журнале, и вы будете очень удивлены, если посмотреть медиакит того же журнала Harper's Arabia, вы увидите, что полная страница, на которой размещаются ваши иллюстрации, может стоить до $200 000, и поэтому это всегда только плюс для иллюстратора и возможность прорекламировать, возможность показать свой талант. Это сотрудничество, это еще один выполненный пункт в моем списке целей, и он закрыт. Это еще одна строка в моем портфолио и еще одна интересная решенная задача. Это видео я записала для того, чтобы поделиться с вами тем, что иногда очень хорошо иметь гибкость и мобильность и решать задачи творчески, даже если это оказалась задача не из вашего стиля, не из вашего уникального стиля, которым вы обладаете. Коммерческие иллюстраторы очень часто сталкиваются с тем, что приходится исполнять работы в разных стилистиках. И здесь нужно относиться к этому проще. Мы, как иллюстраторы, оказываем услугу, и мы должны сделать ее качественно, быстро и хорошо. И в следующем видео я поделюсь с вами работами более сложного характера для другого журнала. Подписывайтесь, и будем оставаться с вами на связи. Еще я хотела поделиться тем, что сейчас я добавила в свою жизнь чуть больше движения. Я не могу назвать это полноценным спортом, но что-то вроде того. Всегда полезно двигать свое тело для того, чтобы получать больше энергии, больше новых идей, больше новых мыслей и просто двигаться вперед. Тренировки для меня не являются целью как-то накачать свое тело или как-то изменить его формы, но нравится, что тренировки являются работой над своим мышлением, над дисциплиной, над концентрацией, потому что очень часто приходится сосредотачиваться на той задаче, которую тебе ставит тренер, но самое интересное, что до этого мой фокус, вся моя концентрация была направлена только на мою творческую деятельность. И, конечно, когда ты вводишь в жизнь какие-то другие занятия, они заставляют твой мозг постоянно переключаться, и это очень положительно влияет вообще на всю работу в целом. Я благодарна всем событиям, которые произошли со мной за последние 4 месяца. Спасибо большое за просмотр, до встречи в следующем видео, и помните слова «только вперед и только вверх».